В современном мире расизм продолжает отравлять человеческое общество. Это видно по уличным протестам движения Black Lives Matter в Соединенных Штатах Америки. После убийства Джорджа Флойда в 2020 году это движение превратилось в глобальную кампанию за реформы полиции и за экономическую справедливость. Аналогично, рост исламофобии в Европе проявился в решении правительства Великобритании отказаться от прежней попытки ввести единое официальное определение исламофобии и заменить его выражением «враждебность к мусульманам», объясняя это защитой свободы слова. В такой обстановке слова пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, звучат как вечный вызов человечеству. Именно он 1400 лет назад победил расизм через свою последнюю проповедь, которая известна как «Хутбат аль-Вада», и через повседневные дела, основанные на милосердии и справедливости. Эти принципы остаются живыми уроками и для мира 2025 года. Эта проповедь была произнесена в 632 году нашей эры перед многотысячной толпой паломников на горе Арафат. Она не была просто речью, это была декларация равенства, которая изменила общество Аравии VII века, где рабство, племенной шовинизм и этническая дискриминация считались нормой. Сегодня, в эпоху социальных сетей, усиливающих предрассудки, и в эпоху глобальных миграционных кризисов, где черные и мусульманские мигранты сталкиваются с двойной дискриминацией, принципы пророка, мир ему и благословение Аллаха, дают человечеству практический план действий, основанный на этике и историческом опыте. Чтобы понять масштаб этой победы над расизмом, нужно рассмотреть исторический контекст Аравии до ислама, время, которое мусульмане называют эпохой джахилии, то есть эпохой невежества. Тогда общество было разделено на племена, такие как Курайш, Бану Хашим и Бану Умайя. Каждое племя измеряло свой престиж кровью и богатством. Рабство было огромной частью экономики. Африканцев, персов и византийцев захватывали на войнах и продавали на рынках Мекки как товар. Людей с темной кожей, особенно выходцев из Хабаши, то есть из Эфиопии, считали низшими. Арабская поэзия тех времен прославляла чистоту арабской крови, а светлая кожа ассоциировалась с благородством и властью. Женщины, бедняки и неарабы находились на обочине общества, а межплеменные войны ежегодно уносили тысячи жизней. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, родился в 570 году в Мекке и вырос в этом обществе. Но его миссия разрушила существующую систему. С первых откровений Корана в 610 году ислам провозгласил единобожие, которое стирало социальные границы. В 13-м аяте суры Аль-Худжурат говорится, что люди созданы из мужчины и женщины и разделены на народы и племена, чтобы узнавать друг друга, и что самый почитаемый перед Аллахом является самым богобоязненным. Эти слова не остались теорией. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воплотил равенство в жизни своей общины. Он женился на Хадидже, богатой вдове, которая была старше его. Он назначал женщин советницами, как, например, Саламу. Он освобождал рабов и поднимал их до руководящих должностей. Кульминацией этих усилий стал прощальный хадж в 632 году, примерно за 3 месяца до кончины пророка, мир ему и благословение Аллаха. К тому времени ислам объединил всю Аравию. На равнине Арафат собрались представители всех племен, всех рас и всех социальных статусов. Финальная проповедь была произнесена 9 числа месяца Зуль-Хиджа 10 года по хиджи, что соответствует 6 марта 632 года нашей эры. Она представляла собой настоящую конституцию человеческого достоинства. Рабия ибн Умайя повторял слова пророка, чтобы услышали все паломники. Основные части этой проповеди, переданные в сборниках хадисов Муслима, Тирмизи и Ахмада, напрямую касаются темы расизма. Там сказано, что все люди происходят от Адама, а Адам создан из праха. Нет превосходства араба над неарабом, нет превосходства неараба над арабом, нет превосходства белого над черным и нет превосходства черного над белым, кроме как по степени богобоязненности. Пророк опроверг миф джахилии о превосходстве крови. Он говорил о равенстве, о правах женщин и о социальной справедливости. Пророк напоминал мужчинам, чтобы они относились к женщинам бережно, уважали их права и обеспечивали их едой и одеждой по обычаю. Он подчеркивал, что женщины и мужчины несут взаимную ответственность перед Аллахом. Проповедь касалась и экономического равенства. Пророк призывал возвращать доверенные вклады их владельцам, не притеснять других и не брать ростовщические проценты.
Проповедь завершилась словами Корана, где Аллах говорит, что сегодня Он завершил для вас вашу религию. Это стало подтверждением того, что равенство и справедливость являются сердцем ислама. Эти слова не остались пустыми. Уже в ранней мусульманской общине рабы становились имамами, а черные мусульмане становились командирами, как, например, Усама ибн Зейд, который руководил армией, в которой служили белые арабы. Межплеменные браки становились обычным явлением, а рабство постепенно начало исчезать. Одним из ярких примеров воплощения этих идей стала жизнь Билала ибн Рабаха. Он стал символом борьбы с расизмом. Билал родился около 580 года в Мекке, его мать, эфиопка по имени Хамама, была обращена в рабство, а отец, араб Рабах, принадлежал к племени Бану Джумх. Хозяин Билала, богатый курайшит и идолопоклонник Умайя ибн Халаф, заставлял его пасти верблюдов и выполнять тяжелую работу. Когда Билал услышал слова о едином Боге от Абу Бакра, который втайне проповедовал ислам, он уверовал, несмотря на опасность. Это произошло в 615 году. Умайя узнал об этом и приказал мучить Билала. Его волокли по раскаленному песку, клали на грудь тяжелый камень и поили кипятком. Несмотря на страдания, Билал произносил лишь одно слово «Ахад, Ахад», что означает «единственный, единственный», имея в виду Аллаха. Его стойкость вдохновила других рабов. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, позже сказал, что слышал его голос на небесах. В 616 году Абу Бакр выкупил Билала за 9 укий золота, то есть около 36 граммов золота, и объявил его свободным во имя Аллаха. После переселения в Медину в 622 году Билал стал одним из самых близких сподвижников пророка. Он был первым муадзином в исламе. Когда мусульмане искали способ созывать на молитву, пророк выбрал Билала за его сильный и красивый голос и сказал ему «Поднимись и призови людей к молитве». Этот выбор разрушал расовые предрассудки. Голос Билала звучал по Медине и напоминал, что равенство является ежедневной реальностью. Билал участвовал в битве при Бадре и в других сражениях. После смерти пророка в 632 году он перестал произносить азан в Медине. Позднее он прочитал азан в Шаме, когда туда прибыл халиф Омар. Билал умер около 640 года в Дамаске. Он отказался от богатства и почестей и умер в бедности. Его история стала символом того, как раб может стать лидером, а презираемый человек может стать голосом веры. Когда Абу Зар аль-Гифари однажды назвал Билала сыном черной женщины, пророк сказал ему, что в его словах остались следы джахилии. Так пророк показал, что антирасизм является обязанностью, а не выбором. Победа над расизмом в VII веке была не мгновенной, но глубокой и преобразующей. В джахилии значительная часть населения находилась в рабстве. После прощальной проповеди эта система постепенно превращалась в мукатабу, то есть договорное освобождение, когда хозяин отпускал раба за выкуп. Мусульманская умма стала многонациональной и многорасовой. Существенная часть первых мусульман была не арабского происхождения. Среди них были персы, как Сальман аль-Фариси, и африканцы, как Билал. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, поощрял справедливость, наказывал тех, кто проявлял расизм, и поддерживал браки между разными народами. Его дочь Фатима вышла замуж за имама Али, а Мария Коптская, наложница пророка, происходила из Египта. Принцип таквы, то есть богобоязненности как единственного критерия превосходства, сделал ислам, по сути, демократической верой. Богатство, происхождение и цвет кожи теряли значение. В 2025 году расизм приобрел новые формы. Алгоритмы социальных сетей усиливают предбоязненность и разделение. Миграционные кризисы в Европе отражают ту же несправедливость, что и во времена джахилии. Движение Black Lives Matter, отметившее десятилетие в 2023 году, продолжает бороться против полицейского насилия. Исследования показывают, что черные американцы в среднем в 2,5 раза чаще погибают от действий полиции. Это движение также обращает внимание на экономическое неравенство. Исламофобия продолжает расти. В Британии после решения отказаться от официального определения исламофобии в октябре 2025 года участились случаи вражды и нападений на женщин в хиджабе, особенно после массовых митингов. Организация Объединенных Наций отмечает 15 марта как Международный день борьбы с исламофобией. Это напоминает, что терроризм не равно религии. Уроки пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, остаются живыми. Истинный антирасизм требует не просто отсутствия предрассудков, но активной борьбы со злом. Подобно Билалу, нужно проявлять стойкость и говорить правду.
Мусульмане могут участвовать в общественных движениях за справедливость, как это делали имамы в Соединенных Штатах Америки во время протестов 2020 года. Сегодня принципы пророка соединяют веру, расу и социальную справедливость. В Британии черные мусульманки страдают от двойной дискриминации по признаку пола и веры. Решение этой проблемы заключается в диалоге и в просвещении, как это делал сам пророк. Современные технологии дают возможность использовать платформу X для распространения идеи равенства. Публикации о Билале набирают большое внимание во всем мире. В Мали потомки Билала и Рабаха вдохновляют новые движения против колониализма, а в Соединенных Штатах активисты борются с предбоязненностью в искусственном интеллекте, где алгоритмы ошибочно дискриминируют людей с темной кожей. Прошло 14 столетий, но слова пророка остаются живым напоминанием. История Билала показывает, что тяжесть камня на груди может стать началом голоса, способного изменить общество. Каждый человек может стать муадзином равенства в своей семье, на работе и в интернете. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что лучший из вас тот, кто полезен людям. Если человечество воплотит эти принципы, наступит время, когда слово «ахад», означающее «единство», отзовется во всем мире. Ведь истинная таква проявляется не в словах, а в поступках, ведущих к справедливости.